Привет, мы Алена и Дима. Это наш 18-й день путешествия по Турции и 3-й день путешествия на авто. Что вы знаете о турецком городке Демре? Уверена, что вы слышали и, скорее всего, даже были в античном городе Мира. И в церкви Святого Николая. Мы же собираемся провести в Демре целых 2 дня, чтобы увидеть городок и его окрестности с другой стороны, о которой вряд ли знают большинство туристов. Утро было решено провести на пляже. Ноябрь выдался шикарный, радовал нас солнышком и теплой погодой. Море прозрачное, теплое. Пляж города Демре в ноябре поражает своей пустотой. Такие пляжи я люблю. Для тех, кто любит галечные пляжи, рекомендую пляж городка Демре. После обеда мы отправились в античный порт Андриаки. Белье сушится колоритненько так. О, дядька перебирает маслины. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Вот и хозяин сувенирного магазина. Чистенький какой. Долгое время ученые не могли прийти к выводу, самостоятельный ли город Андриаки или все же это часть города Миры. Недавние исследования доказали, что это было не самостоятельное поселение, а портовый район Мир Ликийских. Андриаки – это 3 в одном. Античный город, музей ликийских цивилизаций и место наблюдения за птицами. Это была, наверное, церковь. Информации тут нет. Что-то такого там вдалеке. Ликийская гробница. Характерная. Я была права, это церковь. Это у нас похоже баня, хамам, потому что есть своеобразный пол. На полу стоят такие, как сказать, пенечки. И на этих пенечках сверху лежал пол. И вот на вот этом небольшом ярусе, где были пенечки, туда подавался, скорее всего, дым. Да, наверное. И за счет этого прогревалось помещение. Теплые полы. Да, это был хамам, баня, все правильно. И дальше пойдем исследовать античный город Андриаки. И далее там будет музей. Часть руин Андриаки связана с торговлей. Торговая площадь Агора.
chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Здесь правда есть вода. Это не просто вода, там колонны огромные. Да? Да, То есть это цистерна да, получается? это цистерна. Да. Слушай, вот с этой стороны прям видно, что там марки. Обалдеть. Но почему вот такой высоты? Это такие люди, видимо, были, да? Да. Это, наверное, два колодца из одной цистерны. Да. Ну что, может, заглянем в бутики? Бутиками я стала в шутку называть лавочки на Агоре, после того, как увидела видео, в котором гид на экскурсии называет их именно бутиками. Агора – это торговая площадь. Вот эти вот двери – это все бутики. Теперь это наша шутка про бутики. Эти колонны очень интересного вида. Если посмотреть на нее сверху, то она будет в форме сердца. То есть вот эти колонны стояли в углу. Я такие видела, наверное, раза 3. Спускаемся по одному из бутиков. Кстати, здесь тоже такое ощущение, что это не бутик, а какая-то, правда, мастерская. Мастерские можно назвать целой фабрикой, где получали пурпурный краситель. Кстати, под ногами черепки. Черепков много. Из-за высокой сложности производства и очень малого выхода красителя пурпурные нити и ткани стоили невероятно дорого. Кто-то бережно собрал здесь ракушки. Чтобы получить чуть больше 1 грамма красителя, из 10-12 тысяч живых моллюсков доставали пурпурную железу. В течение 13 дней подвергали физико-химическим воздействиям. Далее материал, который нужно было окрасить, вымачивали в растворе несколько часов и сушили на солнце. Под воздействием солнца краситель менял цвет. Я бы не смогла носить пурпур, зная, сколько живых существ погибло при его получении. Под торговой площадью в Андриаке находится цистерна, которая накапливала питьевую воду. Сюда можно спуститься. Перила шатаются. Ребятушки, мы спускаемся в цистерну. Надеюсь, будет видно все. Какие плиты сверху лежат. Воду все-таки я правда увидела. Непонятно было сверху, что здесь. Но вот здесь, видимо, откачивают ее как-то. Текала вода какая-то вот по желобам. Видишь, желоб? Желоб это ты. Просто офигенное место. Это уже наша... Какая цистерна с тобой? 4-я? А моя, наверное, 6-я. Ух. Выбрались на белый свет. Еще помаши. Я не знаю, камера видит тебя или нет, но я вижу. Меня видишь? Я-то тебя, да, камеры нет. Вот сейчас она тебя видит. Но больше не видит ничего.
Андриаки был третьим по важности портом в регионе после Фазелиса и Патары. Так выглядели ликийские корабли. Слушай, а лодка-то, она, получается, только трюм и все. Обалдеть, здесь прям айс настоящий. Или цапля. А, кстати, у них на кораблях, видишь, тоже, видишь, лебедь какой-то на кораблях. А вон там. Вон фламинго. Фламинги! Вот, полетел, смотри, белый. Fly so high, I'm hypnotized. Ой, уточки плавают. What's up is down, what's left is right. А здесь у нас руинчики. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Вот это, кстати, съедобная трава. Денис бюрюльджеси, по-моему, так называется. И ее варят, чистят от стеблей и едят. А вот мы едим капусту морскую. Здесь тоже едят вот такое растение. Денис бюрюльджеси. Вернемся к нашим руинчикам. Приедете в музей Адриаки, не забудьте взять средства от комаров, потому что нас уже накусали. Да ладно, как в этом, как за грибами, как будто. Но сейчас ты это все расскажешь, хорошо? Про комаров. Врет она про комаров, никаких комаров тут нет. Комары снежинские, когда за грибами идешь, а тут два каких-то залетных. Ну, не случайных залетных, а на болоте все-таки есть комары, поэтому у меня нога теперь чешется и рука. Сейчас в Андриаке открыт музей ликийских цивилизаций. Здесь представлены артефакты, которые нашли в разных ликийских городах. Расположен музей в отреставрированном здании зернохранилища. Прошлись по музею ликийских цивилизаций. Там несколько залов, посвященных определенным ликийским городам. Достаточно много интересной информации. Все прочитать не успели. Сделали фотографии. Будем читать дома, просвещаться. Экспозиция достаточно интересная. Для себя отметила несколько интересных артефактов.
В общем, да, рекомендуем, наверное, его. Самое классное, конечно, в Адриаке, это нам больше всего цистерна понравилась. И фламинго. Да? И кто? И цапля. Посмотри на нас. На всех. Цапли смотри. А, да, кстати, там цапли. Решили заглянуть в сувенирный магазин, а там пришли посмотреть на птиц с вышки, а вышка закрыта. Вот, поэтому едем дальше. Что-нибудь еще, надеюсь, успеем посмотреть, потому что время уже к 5 часам. Вот, приобрели такую вот открыточку. Может быть, кому-нибудь из вас отошлем. Какие шикарные. А, и бабка пасет. Ты посмотри, какие шикарные козлики. Приехали на ледяной источник. Говорят, что вот в этом вот колодце вода просто ледяная. Пахнет немножко сероводородом. Очень интересно, что источник не горячий, а именно холодный. Вот источник. Сильно холодная, да? Ну да. Как речка вчера. Даже холоднее. Здесь тоже источник. И запах такой сероводородный. Тут прям говорят, что самая холодная вода именно вот в этой точке. Вот здесь. Кому не хочется сильно холодную, пожалуйста, можно купаться. Вот бассейн есть. К бассейну прилагаются душевые вот там, с той стороны. И вот здесь кабинка для смены купальных нарядов. Давай. Готов к исцелению? Ну как? Очень холодная, да? Ощущения? Ясно. Ну ладно, я тоже хочу. У источника совсем, да, капец, холодная вода? Дима сейчас прямо у источника стоит. Все, хватит экспериментов. Я уже не могу, я стою 2 минуты, мне уже плохо. Ты не 2 минуты, 2 секунды стоишь. На самом деле здесь вода очень холодная. Вот я уже одела кроссовки, а у меня ноги до сих пор ледяные. Хотя я в воде находилась всего секунд 5, наверное. Говорят, вода очень целебная. Но про это место знают далеко не все туристы. Находится рядом с Демре и античным городом мира. Вот. И рядом находится музей ликийских цивилизаций Адриаки. Обычно посетители приезжают с трассы вот оттуда. Ну, там даже плакат есть. А мы подъехали с противоположной стороны реки, с пустыря.
И вот там наверху, вот здесь, видно музей ликийских цивилизаций. Мы приехали от него, а то буквально вот совсем чуть-чуть. В следующем видео мы будем пытаться добраться до античной крепости. Не забывайте подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Впереди будет много интересного. Конечно, ужас, мы сейчас шли через улья. Очень страшно, пчелы просто роем летают.